Успешные действия бронепоездов в 1914-1915 годах убедили русское командование в их полезности. Несмотря на довольно примитивную конструкцию, эти первые, в большинстве своем импровизированные, составы оказывали весьма существенную помощь войскам, действовавшим на прилегавшей к железным дорогам местности. Бронепоезд позволял обеспечить быстрый маневр огневыми средствами на том или ином участке, что в условиях численного превосходства противника в артиллерии играло немаловажную роль. В то же время пришли к мысли, что надо уходить от импровизации и строить новые бронепоезда по заранее составленным проектам. Причем строить не просто один состав, а серию в несколько единиц. В конце июня 1915 года командиром 2-й Заамурской железнодорожной бригады генерал-майором Колобовым Михаил Викторович был разработан проект типового бронепоезда для русской армии. В следующем месяце в главных мастерских юго-западных железных дорог в Киеве началось строительство 4 бронепоездов по данному проекту. Строительство велось силами 4-й роты 2-го Заамурского железнодорожного батальона под командованием штабс-капитана Даниэля. Необходимые средства и материалы были выделены Управлением военных сообщений Юго-Западного фронта и соответствующим управлением Ставки ВГК. 22 июня 1915 года рота прибыла в Киев, и практически сразу ее офицеры совместно с инженерами мастерских начали разработку рабочих чертежей и заготовки необходимых материалов. С последними были проблемы, поскольку всего необходимого в Киеве не оказалось, и пришлось разыскивать и доставать необходимые для строительства материалы в Одессе, Харькове и Николаеве. Однако все было сделано своевременно, что позволило выдержать сроки строительства составов. В среднем на строительство одного бронепоезда уходило 16 дней. Первый, получивший собственное наименование «Хунхус», был готов к 1 сентября 1915 года. Он был единственным из всех 4 имевшим полуофициальное собственное имя. В документах того времени бронепоезда, изготовленные по проекту Колобова, назывались просто типовыми. Само же название головного бронепоезда также представляет интерес. Хунхузами называли китайских бандитов, которые в начале прошлого века орудовали в Маньчжурии, на прилегающей территории русского Дальнего Востока и Монголии. Тактика их действий основывалась на мобильности, отличном знании местности и владении оружием. Возможно, из-за этого новому русскому бронепоезду и дали такое имя. В состав каждого типового бронепоезда входил бронированный паровоз серии ОФ, называвшимися еще «Овечками», и 2 бронеплощадки, построенные на базе двухосных платформ. Бронирование паровоза и вагонов выполнялось из листов обычной стали толщиной 12-16 мм. Листы крепились заклепками к каркасу из стальных уголков. Вооружение каждого состава включало в себя 2 горные пушки образца 1904 года диаметром 76,2 мм, смонтированных на тумбовых установках, и 24 пулеметов системы Шварцлози, по 12 штук в каждом вагоне. По своей конструкции бронеплощадка состояла из башенной орудийной установки и пулеметного каземата. Башенная установка располагалась в передней части вагона и монтировалась на поворотном круге. На поворотный круг 6 роликами опирался стальной диск, на котором монтировалась орудийная установка. Вся башенная установка приводилась во вращение одним человеком посредством опорной пяты специальной конструкции. Она играла роль поворотной оси и частично принимала на себя часть массы башни. Сектор обстрела башни составлял 220 градусов. Боезапас пушки, состоявший из 25 гранат и 80 шрапнелей, размещался в специальном отсеке под поворотным кругом. В пулеметном каземате на специальных столах устанавливались пулеметы, по 6 на каждый борт. Пулеметные амбразуры прикрывались откидными бронезаслонками. По одному пулемету с каждого борта могли вести огонь вдоль железнодорожного полотна. В дальнейшем для этих пулеметов были устроены специальные спансоны, позволявшие вести огонь не только вперед, но и в боковые сектора. Боезапас каждого пулемета составлял 1500 патронов и хранился в ящиках, расположенных вдоль бортов. Для охлаждения пулеметов при стрельбе была предусмотрена водопроводная система, обеспечивавшая подачу воды из тендера паровоза к кожуху каждого пулемета. Продуманы были и бытовые условия. Для холодного времени года на каждой бронеплощадке предусматривалась система отопления, питавшаяся от паровозного котла. Для утепления и шумоизоляции вагон изнутри обшивался 20-мм слоем пробки и 6-мм листами фанеры.
Внутри бронеплощадки окрашивались в белый цвет. В полу были предусмотрены люки аварийного выхода команды. Наблюдение за полем боя велось из специального фонаря, имевшего обзор на 270 градусов по горизонту. Он находился над башней у торцевой стенки пулеметного каземата. Позже каждая площадка получила командирскую башенку с круговым обзором. Боевой пост командира поезда располагался на паровозе. Там в наблюдательной башенке находилась распределительная доска электрической сигнализации цветными лампочками для связи с командирами бронеплощадок. Она дублировалась звонковой и рупорной корабельного типа связью. Наблюдение за ходом движения поезда осуществлялось через 4 люка, которые в бою закрывались ставнями с прорезями. Электроэнергия для нужд бронепоезда вырабатывалась динамо-машиной, приводимой в действие от турбины паром котла и установленной в паровозной будке. Правда, по некоторым данным, динамо-машины так и не были установлены. Все воздушные и водяные рукава, а также электрические провода между платформами и паровозом заключались в особые броневые трубы. На случай действий в полосе австрийских или германских железных дорог с меньшей шириной колеи каждый состав имел запасные колесные пары. Для удобства обслуживания ходовой части нижние листы брони подвешивались на петлях. Команда бронепоезда состояла из паровозной бригады и 3 взводов – пулеметного, артиллерийского, технического. Общая численность 4 офицера и 90 нижних чинов. Жизнь первого колобовского бронепоезда оказалась весьма недолгой. 1 сентября 1915 года его осмотрел командующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов Н.И., который остался доволен качеством постройки и вынес благодарность командиру роты, а также наградил ее нижних чинов деньгами. Уже на следующий день Хунхус был передан первому Заамурскому железнодорожному батальону и уже 9 сентября отправился на фронт в район Ковель-Сарны. Вечером 23 сентября 1915 года бронепоезд под командованием поручика Крапивникова получил свою первую боевую задачу поддержать атаку 408 полка 102-й пехотной дивизии. В 4 часа утра 24 сентября, предварительно произведя разведку пути, бронепоезд двинулся от станции Рудочка в направлении передовых австрийских окопов. Подойдя к первой их линии, Хунхус открыл шквальный фланговый огонь из орудий и пулеметов. Противник в панике бежал. После этого русский бронепоезд двинулся ко второй линии неприятельских окопов. В этот момент контрольная платформа, груженная рельсами и скреплениями на случай исправления пути, прорвав проволочные заграждения передними скатами, попала в ход сообщения, вырытый австрийцами и незамеченный из-за насыпи. Усилием нескольких солдат ее удалось отцепить, после чего состав начал движение в обратном направлении. Но к этому времени артиллерия противника уже успела пристреляться. Разрывом тяжелого снаряда был испорчен путь позади поезда, и одна из бронеплощадок сошла с рельс. Хунхус оказался в ловушке. Следующее попадание было уже прямым и пришлось в передний броневагон. Погиб командир артиллерийского взвода штабс-капитан Лазарев и 4 артиллериста. Далее последовали еще попадания, одно из которых пробило котел паровоза. Крапивников, сам к тому моменту получивший ранение, понимая безвыходность положения, приказал команде покинуть обреченный бронепоезд. 3,5 месяца разбитый Хунхус простоял между австрийскими траншеями. Во время ночной вылазки с 11 на 12 января 1916 года команда добровольцев-охотников поручика Устимовича сумела восстановить путь и увести задний броневагон. Впоследствии он использовался в составе других бронепоездов. Передняя бронеплощадка и паровоз были возвращены уже во время летнего наступления 1916 года. Поскольку повреждения были слишком велики, восстанавливать их не стали и сдали на слом. 3 других типовых бронепоезда в течение осени 1915 года были переданы в батальоны 2-й Заамурской бригады. 2 из них в начале 1916 года были откомандированы на Западный фронт, в район белорусского города Молодечно. Планировалось задействовать их в наступлении озера Нарочь, однако ни они, ни бронепоезд, оставшийся на Юго-Западном фронте, до середины 1916 года не приняли участие в боевых действиях. 25 апреля 1916 года один бронепоезд из находившихся на Западном фронте был передан в распоряжение собственного Его Величества железнодорожного полка. Об этом ранее ходатайствовал по личному приказанию императора его дворцовый комендант Воейков, дабы предоставить чинам полка возможность принять участие в боевых действиях.
После обучения новой команды поезд прибыл в Минск для ремонта паровоза. Там же по инициативе его нового командира на площадке водяного бака тендера была смонтирована вращающаяся башня с еще одной горной пушкой образца 1904 года. Причем орудие могло вести огонь и по воздушным целям тоже. В июне 1916 года оба бронепоезда вновь перебросили на Юго-Западный фронт. Здесь вместе с другими бронепоездами они активно действовали во время знаменитого Брусиловского прорыва, показав отличные боевые качества. В качестве примера приведем выдержку из рапорта командира одного из пехотных соединений русской армии. В ночь с 14 на 15 июля бронепоезд 3-го Заамурского железнодорожного батальона выезжал для обстрела противника, причем по удостоверению командира 11-го пехотного Псковского полка части полка под прикрытием огня бронепоезда уже через 3/4 часа прорвали укрепления противника. В продолжение ночи поезд выезжал в бой 4 раза, а его технический взвод в это время работал по восстановлению и перешивке путей. 3-й пехотной дивизии принесена благодарность начальнику поезда. После завершения этой наступательной операции в работе бронепоездов наступило практически годовое затишье, изредка прерываемое выездами на обстрел позиций противника. Типовые бронепоезда были включены в общую систему нумерации бронепоездов и получили следующие номера. 2-го Заамурского железнодорожного батальона получил номер 2, собственного Его Величества железнодорожного полка номер 3, а 3-го Заамурского железнодорожного батальона номер 5. После февральской революции монархия пала, и весной бронепоезд номер 3, в связи с расформированием собственного Его Величества железнодорожного полка, вернули 1-му Заамурскому железнодорожного батальона, где он нес службу ранее. Летом команды типовых бронепоездов номер 2 и номер 5 приняли резолюции о включении их в состав частей смерти. Командир бригады генерал Колобов резолюцию поддержал, объявляя об этом, твердо верив, что бронепоезда смерти 2-й Заамурской железнодорожной бригады явятся гордостью всех железнодорожных войск Великой Русской армии. В таком качестве бронепоезда участвовали в неудачном летнем наступлении 1917 года и вынесли на себе всю тяжесть последовавшего за ним германо-австрийского контрудара. Тогда, из-за разложения и деморализации большей части армии, арьергардные бои с немцами вели только небольшие группы ударных частей, автобронечасти и бронепоезда. Осенью 1917 года все типовые бронепоезда находились на ремонте, номер 3 в Киеве, номер 2 и номер 5 в Одессе. Там их и застала Октябрьская революция, за которой последовала и гражданская война. В ходе нее бронепоезда не раз меняли хозяев, успев порой по нескольку раз повоевать за разные стороны конфликта. В начале марта бронепоезд прибыл в Одессу. Здесь к нему прицепили мотоброневагон «Заамурец», вместе с которым он проделал свой дальнейший путь на восток, через всю Россию, в итоге оказавшись в Маньчжурии. За это время существенно изменился внешний вид бронепоезда. Во время ремонта на Коломенском заводе в мае 1918 года одна бронеплощадка вместо разбитой орудийной установки получила высокую цилиндрическую башню с 76,2 мм зенитной пушкой Лендера образца 1914 года. После состав был направлен на Восточный фронт, где его в июле без боя захватили чехословаки, переименовав в «Орлик». Полупановцы просто бежали, бросив исправный бронепоезд на мосту через Волгу. Они тоже провели свой апгрейд, заменив орудийную установку второй площадки на коническую башню, по типу Коломенской, но с 3-дюймовой полевой пушкой образца 1902 года. В течение 1919-1920 годов «Орлик» действовал вдоль Транссибирской магистрали в составе 4-го Чехословацкого полка. В начале 1920 года после эвакуации чехов он попадает в руки японцев, затем те его передают белым, которые, потерпев поражение в Приморье, в 1922 году увели его в Китай. Далее следы его теряются. Поезд номер 2 по состоянию на начало апреля 1919 года входил в состав Красной армии и назывался «Товарищ Ворошилов». 21 апреля он был захвачен войсками Украинской Народной Республики. Переименовав в трофей в Сичевый стрелец, они использовали его в боях, пока 24 мая 1919 года его не отбили поляки. Под названием General Doubor, а позднее номер 20, он воевал в состав польской армии. В августе 1920 года его захватили части 1-й конной армии СМ Буденова.
После ремонта они некоторое время входили в состав бронепоезда номер 112 Красной Армии. Бронепоезд номер 5 сперва тоже пыталась прибрать к рукам Украинская Центральная Рада. Но в ходе уличных боев в Одессе в январе 1918 года он достался красногвардейцам. Позднее, получивший название Второй сибирский бронированный поезд, бронепоезд участвовал в боях на Украине, под Царицыным летом 1918 и в Донбассе в начале 1919 года. Во время ремонта в мастерских Царицына бронеплощадки подверглись переделке, башни заменили открыто установленными 76 и 2 мм полевыми пушками образца 1902 года со штатными щитами, а на паровозе установили бронированную командирскую будку. 30 марта 1919 года у станции Хацапетовка Второй Сибирский встретился с импровизированным бронепоездом добровольческой армии «Офицер». Открыв огонь из единственного 75 мм орудия с расстояния в 1 версту, белые первыми же 6 выстрелами вывели из строя паровоз и переднее орудие Второго Сибирского. Команда красного бронепоезда бежала. Захваченный трофей новые владельцы назвали «Офицер». После ремонта на станции Грозный его орудия получили защиту в виде броневых полубашен, а паровоз был переведен на нефтяное отопление. «Офицер» считался лучшим бронепоездом вооруженных сил Юга России. С июля 1919 года бронепоезд непрерывно участвовал в боях с красными под Харьковом, Курском, Ростовом. В конце августа-начале сентября 1919 года бронеплощадки, получившие серьезные повреждения от артогня в одном из боев, были заменены новыми. Типовой бронепаровоз из старого состава «Офицера» по некоторым данным закончил свой боевой путь 12 марта 1920 года в Новороссийске при эвакуации белых войск в Крым. Еще одним типовым проектом стали 4 бронепоезда, построенные для Кавказского фронта. По своей концепции они были схожи с проектом Колобова и даже опередили его по времени создания. Их строительство началось в конце 1914 года в Тифлисских железнодорожных мастерских. В начале 1915 года изготовление бронепоездов было завершено, и они были распределены по следующим станциям. Номер 1 базировался на Карс, номер 2 Александрополь, номер 3 Нахичевань и номер 4 Тифлис. Обслуживание поездов осуществлялось личным составом 1-й отдельной Кавказской железнодорожной бригады. Основным предназначением бронепоездов на Кавказском фронте были охрана железных дорог от диверсий, обеспечение безопасности поездов на особенно опасных участках, прикрытие ремонтных работ на железной дороге вблизи неприятеля и поддержки действий своих частей огнем. Причем непосредственное участие в боевых действиях стояло последним в списке задач. Информация о боевом применении этих бронепоездов в годы Первой мировой войны в настоящее время не обнаружена. Возможно, все действительно ограничивалось охранной и конвойной службой в тылу. После революции и распада вооруженных сил бывшей Российской империи, бронепоезды использовались местными национальными армиями. Бронепоезд номер 4 в 1918 году использовался грузинской армией, а номер 2 и номер 3 армянской и азербайджанской соответственно. Постоянных команд бронепоезда Кавказской армии не имели. Хотя летом 1915 года командование поднимало этот вопрос перед ставкой ВГК. Поначалу идею восприняли благосклонно и даже просили предоставить на утверждение штат команды из 3 офицеров и 82 солдат. Но затем Управление военных сообщений ставки высказалось против постоянных команд для кавказских бронепоездов, и в дальнейшем службу на них несли временно прикомандированные чины различных частей. Каждая бронеплощадка вооружалась одной 76 и 2 мм горной пушкой образца 1904 года. Орудие устанавливалось в передней части вагона за полукруглым подвижным щитовым прикрытием и имело угол обстрела по горизонту 110 градусов. Также в прорезанных в бортах амбразурах устанавливалось 2 пулемета «Максим» по одному на борт. При необходимости их число могло быть увеличено до 6. В бортах были также устроены бойницы для стрельбы из винтовок. Изнутри бойницы прикрывались броневыми заслонками. Вооружение устанавливалось на обычных штатных станках, чтобы иметь возможность использования в обычных полевых условиях. Каждый бронепоезд состоял из 2 бронированных площадок и частично бронированного паровоза, защита только с бортов. Для создания бронеплощадок были использованы 4-осные крытые вагоны американо-канадского типа. Между собой бронеплощадки различались типом бронировки.
Бронирование обеспечивало защиту от ружейных и шрапнельных пуль. Точных данных о толщине и типе материала не имеется, но можно предположить, что использовалось котельное железо.